Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Вот так быстро бежит время, летит просто, что на этой неделе у нас уже последний месяц осени заканчивается, и встречаемся мы с зимой. Еще чуть-чуть, и будет уже Новый год. И как только пройдут праздники, там вообще время понесется, там уже мы думаем про весну. Вот так быстро наступает 2024 год и вообще время перемен. Где-то так. Ладно, давайте мы будем узнавать, что же карты нам расскажут для вашего знака зодиака на неделю. И у нас сегодня колода 78 дверей, по сути метафорические карты. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты, какой ключ, каким образом открыть. Конечно, будем реалистами, всегда призываю, но вы-то и реалисты, мои дорогие скорпионы. Любой прогноз, потому что не расскажет о личной истории каждого из нас. Тут самое главное включить интуицию где-то и уметь читать эти карты самому, перекладывая именно на свою какую-то житейскую ситуацию. Вот смотрите, одна карта у нас перевернулась, шестерка кубков. 6 – это всегда победа, потому что как, наверное, у китайцев есть гексаграммы и цин. И в целом, если нумерологию на действие переложить, 6 – это вершина действий. Все действия идут в 6 стадий, как бы, вот завершающая. И 6 в колоде Таро, в любой, это есть победа. Это как вершина, уже какой-то успех, результат. И здесь у нас в кубках, ну, видимо, какую-то ситуацию в вашей личной жизни. А надо сказать, что как раз конец ноября и декабрь нас призывают планетарно, вот как будто так вот, ну, складываются события в небесной канцелярии, что мы должны уделить внимание как и личной жизни, так и, ну, может быть, социум, коллеги, соседи, друзья, может, руководители на работе. И здесь мы со всеми сможем договориться, безусловно. Сама по себе карта добрая, лояльная, хотя называют ее еще карта прошлого, и она отчасти будет говорить о том, что это не новые люди, а те, которых вы знаете уже. Может быть, вы будете какую-то стратегию, план составлять в отношении каждого человека, как мне быть, как будут развиваться наши отношения, вот что-то такое вы можете продумывать. Или если вы намерены строить карьеру, то тогда с кем из руководителей мне следует переговорить, с кем я могу быть откровенен или откровенно, чтобы для себя какой-то вопрос решить. Но это правда карта больших возможностей через дипломатию. Вот как-то так, когда мы, ну, не настаиваем на своем каком-то мнении, и, не, кстати, с одной стороны, не настаиваем на своем мнении, но мы его не должны как будто, ну так, в утиль отправить, да, иносказательно говоря. Мы как раз с учетом дипломатии должны донести до собеседника, почему мы так думаем. Но делать это все без агрессивных эмоций, вот где-то так. И тогда, по сути дела, можно сказать, манипуляция, назовите это так. Или адаптация какой-то ситуации. Но это все для нас играет в плюс. Ладно. Давайте будем узнавать. И первая карта, что важно знать, или в целом, как для вас пройдет неделя. У вас сейчас хороший период жизни в целом. Для вашего знака зодиака, когда вы можете для себя сделать что-то очень важное. Чего не избежать или с какими неожиданностями вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что нам может помешать вам, мои дорогие скорпионы. А что будет помогать? Что скрыто, достанем такую карту. Может быть, и вы чему-то не придаете значения, а нужно. Или кто-то что-то скрывает. Посмотрим энергии на эту неделю. Дело, работа, бизнес. Посмотрим денежную энергию. Что в личной жизни? Достанем карту. И карту совет. Подведем итог. Как видят карты. Итак, что важно? Ух ты. Колесо фортуны. Но вообще это много возможностей может быть. Причем те возможности, которые к нам приходят, совсем не тем путем, который мы ждем. С другой стороны, вы какую-то, ну, отчасти тайну, загадку, может быть, захотите разгадать. У нас показаны, если мы говорим двери, дверей как таковых нет. Есть 4, которые собрались в кружок
за столом спиритическим, и им кажется, видимо, каждый из них пришел для того, чтобы какой-то свой вопрос прояснить. И он сам не может это сделать, сколько ни думай. Ну и, видимо, он думает, что спиритический сеанс позволит ему разгадать эту загадку. Или будет хоть какая-то, ну, как фраза кем-то, допустим, оброненная, да, вот из этих сидящих. Или он получит, ну, какой-то альтернативный вариант, тоже где-то как подсказку, как решить ту или иную ситуацию. Тут что-то из разряда иррационального может у вас произойти на этой неделе. Или откроются какие-то возможности. Если мы в целом по карты Таро, всегда, когда выпадает колесо фортуны, держать руку на пульсе. Во-первых, это что-то может пойти не так, это не обязательно с минусом, тут как раз с плюсом больше. И чего-то не прозевать, вовремя ухватить какую-то мысль или услышанную информацию, может быть, переложить на пользу себе. Тут ведь по-разному как-то может быть, как у кого-то в личной жизни возможности какие-то откроются, да, какое-либо предложение, у кого-то это может быть переезд и в принципе перемены, колесо фортуны. Здесь словно вселенная, ну, где-то нами руководит. И наша задача вот в этом фарватере так красиво проскользнуть. Или проплыть, да, или откликнуться на что-то. Но больше позитива, безусловно. Давайте мы неожиданности откроем. Девятка жезлов, вот не совсем неожиданности, но может быть кто-то из вас конкретно будет улучшать свое жилище или надумает переехать. Или что-то по жилью реструктурировать, наверное, или, может быть, улучшить комфортность, или, ну, это будет еще с чем-то связано, с какими-то переменами именно с домом. Все же эта карта, она наглядно нам показывает домашние дела в этой колоде карт. У нас человек как будто несет сам по себе эти двери. Он сейчас их поставит, и его дом будет более теплый, более надежный. Он будет себя чувствовать более уверенно. Он там внутри наведет комфорт, наведет ремонт какой-то, посмотрите, и его как будто уже ожидают его семья. Поэтому что-то вы делаете на улучшение. В неожиданностях есть возможности для себя что-то улучшить. И надо сказать в других колодах. Девятка жезлов, отчасти это перемены. И в герметической колоде это карта великой мощи, когда вы очень ресурсны на этой неделе. Но вот эти ресурсы, их надо не транжирить, а расходовать очень, ну, так продуманно. Первое, это если нам что-то угрожает. Второе, это когда мы для себя какой-то обуславливаем прогресс или что-то делаем на улучшение, опять же, и чего-то мы не должны прошляпить. Вот у вас как раз выпадает колесо фортуны. Будьте внимательны, правда. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. А вот смотрите, как наглядно, да. Вообще пятерка жезлов я называю этого информационного хаоса в других колодах. Но в этой колоде, хотя может быть такое, что много какой-то информации разрозненной. Вот, наверное, колесо фортуны. Тут еще зерна от плевел вам придется где-то разделять. Не всей информации доверять. Ну и планетарно-то тоже. Тут может быть, так знаете, как настолько разрозненные могут быть и фейки, или то, что нам, допустим, может быть, это у вас по работе, вы работаете с большим объемом информации, значит, утром пришла одна информация, днем пришла какая-то противоположным значением, а вечером еще одна, которая отменила две предыдущих. Поэтому куда-то включаться в вопрос какой-либо, основанный на новостях, вот прямо молниеносно включаться, стараться что-то предпринять в ту же секунду, в тот же момент – точно не время, мои дорогие. Потому что час, другой, третий пройдет, и выяснится, что нет, на самом деле все по-другому. И здесь нам показывает человека, который уже приготовил так эту кувалду, эту кладку разбить. И он остановился, и нам говорят, остановись. Совсем не факт, ты разобьешь вот эту дверь, да, и тебе может не понравиться то, что ты увидишь, и ты пожалеешь о потраченных усилиях. Вот чему не время. Где-то реваншем брать, или, мы уже об этом говорили, в отношениях на чем-то своем настаивать, как будто получим обратный эффект. Тут самое время свои позиции укреплять, но анализировать, наверное, к чему-то адаптироваться, если это из разряда непреодолимых событий или на что мы не влияем, тогда оставить все как есть, вот где-то так. А что нам будет помогать?
еще одна пятерка. Надо сказать, обе пятерки, мои дорогие скорпионы, это не крупные карты. Это, знаете, может быть у вас на неделе буквально один какой-то эпизод. Но он вам может запомниться. Да? Это не значит, что вот всю неделю вы будете где-то в этих энергиях. Нет. Но, видимо, где-то пункт вот с таким значением будет. И также пятерка кубков. Наглядная, опять же, карта. Мы должны сделать, и нам это помогает, что-то такое, чего от нас не ожидают, чего мы от себя сами не ожидаем. И нам показана девушка, которая ждет, она просто ждет и призывает на помощь, чтобы, ну, как бы в надежде, что кто-то придет, ее спасет, ей поможет. А карта нам показывает, уже смеркается вечер, в округе нет никого, и, в общем-то, ждать помощи неоткуда, и нужно прыгать. Может быть, для вас это означает какое-то очень важное решение, своеобразный, ну, так, если аллегорически говоря, квантовый скачок, что-то такое вы должны совершить. И причем, может быть, просчитав все. Вот поэтому нам колесо фортуны и показывают, четверо сидят, гадают. Может быть, и вы будете размышлять, проигрывать мысленно. Один вариант развития ситуации, другой, третий. Но как будто выход будет именно в том, что мы на что-то решаемся. Не в позиции ожидания. Ну, для вас ожидание, надо сказать, и не свойственно, но все-таки тут как будто раздумывать долго не получится. И по колесу фортуны ведь тоже тут бывает такая ситуация, когда мы должны молниеносно на что-то откликнуться. Может быть, это будет предложение по работе. Может быть, это будет касаться личной жизни. Что-то мы не сможем отложить на потом. Вот как будто так. И ваша реакция, вы люди сильные, умные, вы умеете анализировать правильно обстановку, так, немножко отодвинув эмоции в сторону, и правильно оценить ситуацию. Вот в зависимости от того, что это будет, видимо, какое-то решение вы будете принимать. Давайте посмотрим, что же скрыто. А у вас сильная позиция, нам еще раз об этом говорят. Никто ничего не скрывает, двери открыты, кстати, посмотрите. И нам показан человек, который за здравие кубок поднимает, он вообще собой доволен. Ну, видимо, сохранять вашу позицию. Может быть, нам об этом говорят карты. Может быть, это как получение денег. Если вот какой-то денежный, финансовый вопрос, и вы раздумываете, получится, не получится, вот как будто от правильного какого-то решения обязательно получится. И правда, сильная позиция. Но, опять же, на самосохранение, вторая девятка, перемены как будто неизбежны. Но, повторюсь, сильная позиция – это правда. Как и вы сами, по девятке жезлов идет наше физическое состояние, когда у нас достаточно будет сил. А по девятке кубков – это карта самодостаточности, когда у вас, в принципе, и под контролем все, и с финансами тоже как будто порядок. Дела, работа, бизнес. Обновление неизбежны. Вот вам и колесо фортуны. Одна карта напротив другой. И в этой колоде карт у нас шут изображен продуманный. Он как будто в руках держит ключ. Это не тот, который идет и под ноги не смотрит и уже готов вступить в эту бездну. А здесь нет, он останавливается и словно ключом примеряет пространство. Он думает, как сделать этот переход или этот квантовый скачок. Перепрыгнуть. Как будто с одной скалы на другую. Вот что-то такое у вас серьезное. Я буду рада вашим отзывам, мои дорогие скорпионы. Что-то может проиграться, конечно, в любой сфере жизни. Но как будто обновления неизбежны. У кого-то это может действительно касаться работы, как новая должность. Или для кого-то это вопросы, правда, переезда будут. Или обустройства дома. А для кого-то из вас это может быть, вы задумаете словно новую программу в личной жизни. Может быть, вы подводите итоги под прошлым каким-то союзом. Такое тоже вполне вероятно. Но вообще в другой колоде карта нулевого аркана обозначает хаос перед началом творения. Поэтому, правда, информации много. И ваша задача все проанализировать и словно адаптировать под вас все подряд. Ну, из того, что вам нужно, интересно, полезно и имеет продолжение. Финансы, хотя нам сказали про финансы. Еще один старший аркан. Посмотрите, у вас уже 3 старших аркана. Значит, какие-то перемены это точно. Вот не что-то неизбежно. Причем это не перемены, а это больше какие-то возможности.
И повторюсь, возможности иногда к нам приходят по-дурацки, мои дорогие. На первый взгляд иногда, ну, какое-то предложение или услышанная новость там, да, или как возможность, но выглядит никак, бесцветно, как-то серо, неожидаемо какого-то прогресса, а потом по итогу очень даже перспективным дело оказывается. Поэтому слушайте интуицию, безусловно, она вам помогает. И по карте умеренности, ну, понятно, деньги нам сказали, деньги как будто как раз есть у вас на неделе, но в тратах, безусловно, по умеренности. Умеренные траты. И если мы говорим о дверях, то как будто девушка сейчас наполнит сосуд, 2 кувшина водой, и двери сами откроются. Куда-то не торопитесь, дайте себе время подумать, с чем-то определиться, что-то просчитать. Вам буквально помогает как умеренность, неторопливость, гармония, терпение, лояльность, решить какие-то финансовые вопросы. Может быть, наперед для кого-то будет важно. Или вопросы, связанные с работой. Может быть, по работе у кого-то смена сферы деятельности даже стоит очень остро. И тут мы больше, опять же, адаптируемся или, ну, как-то пытаемся провзаимодействовать, хотя бы мысленно просчитать у вас, потому что 3 старших аркана: работа, деньги и, в принципе, главное событие, колесо фортуны. Мы не отменим какие-то перемены, но подстроить их под себя вполне реально, причем так спокойно, без реванша. Личная жизнь. Да и в личной жизни это тут тоже может быть что-то интересное. 2 мечей, посмотрите, необычная совершенно карта. Это карта выбора, конечно, 2 мечей. Я всегда говорю, если 2 меча выпадает, нужно, чтобы остался 1. Это уже туз мечей. Это карта, которую называю выход из лабиринта. Из лабиринта мыслей, может быть, или каких-то важных решений. Мы можем, правда, столкнуться с чем-то совершенно, ну, как иррациональное. Или то, о чем мы когда-то мечтали, но это не случилось, не произошло. И вдруг, а ведь у нас сейчас Юпитер и Уран в знаке Телец. И у нас эти планеты серьезные, в ретро-движении. То есть, возможно, какое-то дежавю. Мы когда-то что-то хотели, а у нас не получилось. И вот теперь пространство нам словно отдает, возвращает какой-то возможностью. У кого-то это может быть через личную жизнь. Вот у нас монахиня показана. И она услышала плач младенца, открывает двери, и среди луж, снега, холода малыш, который плачет. И она, конечно, растерялась. Нам не показывают, может быть, эта женщина, что ее привело, именно что она стала монахиней. Может быть, она мечтала когда-то о счастливой семейной жизни, о том, что у нее будут дети, но судьба как-то сложилась по-другому. Может быть, это как раз мечта была ее иметь ребенка. Но, опять же, судьба повернулась как-то иначе. И она уже вроде как привыкла к своему статусу, у нее уже жизнь распланирована, и нам показывают в возрасте человека, и вот теперь ей как будто судьба возвращает эту возможность. И она замерла на пороге, она не знает, что с этим делать. Вот какая-то подобная ситуация, когда мы уже забыли думать, или наша жизнь уже куда-то ушла вперед, а нам возьми и что-то вот пространство, какую-то, как головоломку, пазл. Ну, я думаю, не всем, но кому-то из вас определенно вот вы можете с этим столкнуться. И в личной жизни тоже. А для кого-то это может быть все вместе, вот эти старшие арканы об этом говорят. Конечно, мы надеемся, что монахиня заберет ребенка, она, понятно, не оставит плачущего младенца среди холода и луж, она внесет эту корзину с ребенком в дом. Но что будет потом? Тут вот самое главное просчитать, что будет потом. Оставит ли она себе на воспитание или отдаст приемным родителям? На что она готова будет решиться? И вот у вас, мои дорогие скорпионы, может быть такой пазл. Давайте посмотрим. Карта совет. Еще раз нам говорят, сильная позиция. 3 жезлов. Это вы всегда контролируете абсолютно все. Вот каждый день на этой неделе. Более того, вы находитесь в центре внимания. За вами наблюдают. Вы сами как маяк. Может быть, ваша личность харизматичная.
Может быть, отчасти, если мы по работе, ваш профессионализм, экспертность или, ну, может быть, еще какая-то ситуация привлекает к вам внимание. За вами могут и наблюдать, правда? Такое тоже может быть. И поэтому как будто нужно что-то сделать очень правильно, сохранять свои уже достигнутые какие-то позиции, положение в обществе. Вот это все мы сохраняем. И все же по тройке жезлов это всегда карта прогресса. Вот вам с чем-то нужно, как будто вопрос решаете это на этой неделе, а по сути что-то на долгий период вы как базу какую-то можете закладывать. Или от вашего решения будет впоследствии зависеть ваше качество жизни. Или каком-то, как минимум, вопросе или в сфере жизни. Вот что-то такое важное. Причем это то, чего вы где-то не ожидали с учетом трех старших арканов и двойки мечей. И, знаете, помогает именно, пусть это на деньги выпало, но такой аркан, когда выпадает, он касается всех сфер жизни. Не торопитесь. Что-то, правда, надо осмысленно принимать решение, потому что решение, скорее всего, где-то будет альтернативное. Перекладывайте на себя. У Скорпиона всегда очень все интересно. Мои дорогие, я вас люблю. Буду рада вашим комментариям. Будьте счастливы и любимы всегда.